Трилогия «Назад в будущее» — это классика с запутанным повествованием, которое перемещается вперед и назад во времени и складываясь само по себе снова и снова, как запутанный кусочек оригами. Если вы до сих пор не до конца понимаете, как все разные временные рамки разыгрываются и связаны друг с другом, вот почему мы здесь, чтобы объяснить это. Так что пристегните ремни безопасности и держитесь крепче, пока мы разгоняемся до 88 миль в час и погружаемся во все приключение путешествия во времени назад в будущее. Первая хронология – 1985 год. Зрители впервые знакомятся с Марти Макфлаем в тогдашнем 1985 году. Сразу становится ясно, что концепция времени является основным фактором в фильме, поскольку Марти занята игрой на гитаре в доме заблудшего Дока Брауна. Понимает, что многочисленные окружающие часы отстают на 25 минут. Он опаздывает в школу и начинается безумная спешка, чтобы попасть в класс. Позже, в тот же день после школы, Марти просят пожертвовать на спасение местной часовой башни, в которую ударила молния во время ужасной бури в 1955 году ровно в 10:04 вечера и которую так и не починили. Той ночью он встречает Дока в торговом центре Твин Пайнс и знакомится с машиной времени, переделанным в Делориан, работающим на плутонии. Но когда группа ливийских террористов убивает Дока из-за мести за то, что он дал поддельную бомбу в обмен на плутоний, Марти сбегает на Делориане и случайно отправляет себя обратно в 1955 год. Вторая временная шкала – 1955 год. Прибытие Марти в прошлое вызывает шок, и пытаясь понять, что только что произошло, он находит Дока Брауна. Первоначально Док выбрал 5 ноября 1955 год, демонстрируя машину времени Марти в 1985 году. Это значение заключается в том, что именно в этот день Док разработал концепцию конденсатора потока, устройства, позволяющего путешествовать во времени. Сумев убедить Дока Брауна в том, что он из будущего, они вдвоем вынашивают план отправить Марти обратно в 1985 год, поскольку в 1955 году плутоний был недоступен. Скачок напряжения, необходимый для отправки Делориан обратно в 1985 год, должен был произойти от удара молнии, который, как ожидается, попадает в башню с часами. Марти проводит неделю в 1955 году, пока Док готовится к шторму и занят. Наконец, Марти удается заставить своего отца противостоять местному хулигану Бифу Таннену, а также добиться того, чтобы его родители потанцевали вместе на школьном балу и влюбились друг в друга. Марти успешно отправляется обратно в будущее, но была создана новая временная шкала. Третья временная шкала – 1985 год. Когда Марти возвращается в 1985 год, он в восторге от того, что вернулся домой. Он снова становится свидетелем того, как ливийцы расстреливают Дока. Но на этот раз он узнает, что Док носил пуленепробивной жилет благодаря письму с предупреждением, которое Марти оставил ему в 1955 году. Изменилось и многое другое, но, к счастью, это хорошие перемены, вызванные тем, что в 1955 году его отец противостояв против Бифа. Оба его родителя кажутся здоровыми, счастливыми и влюбленными, в отличие от разорванных отношений в 1985 году, когда у матери Марти, по-видимому, были проблемы с алкоголем. Марти рад узнать, что теперь он владеет полноприводным грузовиком, о котором он раньше мечтал, а Бифу пришлось смиренно выполнять работу по дому для семьи Макфлай. К сожалению, вскоре после того, как Марти воссоединился со своей девушкой Дженнифер, Док возвращается из будущего, чтобы сказать паре, что они должны сопровождать его обратно в будущее, чтобы спасти своих детей. Четвертая временная шкала. 2015 год. Путешествие в будущее происходит во второй части «Назад в будущее» и требует, чтобы
чтобы Марти помешал своему сыну Марти-младшему присоединиться к внуку Бифа, Грифу, в ограбление. В результате ограбления Марти-младший был отправлен в тюрьму, а дочь Марти, Марлен, также была заключена в тюрьму после попытки вызволить своего брата. Дженнифер начинает задавать слишком много вопросов во время путешествия в 2015 год, и док приводит ее в бессознательное состояние. Поэтому Марти берется за миссию в одиночку. Ему это удается, но он решает купить спортивный альманах, в котором есть результаты всех спортивных соревнований за 1950-2000-е годы. Когда док узнает, что сделал Марти, он выбрасывает альманах, поскольку он изобрел машину времени не для получения прибыли. Но в тени прячется дедушка Биф, который забирает альманах, а позже крадет Делориан. Марти, Док и Дженнифер возвращаются в 1985 год, не подозревая о вмешательстве Бифа. Пятая временная шкала 1985 года. Поначалу по возвращении в Хилл-Валли все кажется нормальным, но когда Марти пытается вернуться домой во второй части «Назад в будущее», он обнаруживает, что там живет совершенно другая семья. Марти быстро понимает, что эта версия Хилл-Валли 1985 совсем не похожа на ту, которую он оставил позади. В этом настоящем его отец мертв, его мать вышла замуж за самого богатого человека в городе, Бифа, а Доки поместили в психиатрическую лечебницу. Тогда Марти идет, чтобы поговорить с Бифом о том, что произошло. Биф признается, что старик подарил ему спортивный альманах в 1955 году. Счета внутри сделали его невероятно богатым в течение 30 лет. Биф также показывает, что он намерен убить Марти, точно так же, как он убил отца Марти. После погони через отель Бифа Марти пробирается на крышу, где Док спасает его, используя Делориан. Шестая временная шкала, 1955 год. Марти снова возвращается в прошлое во второй части «Назад в будущее», на этот раз, чтобы спасти будущее. Он и Док прибывают с планом выкрасть альманах у Бифа и уничтожить его. Как только альманах будет уничтожен, Биф больше не сможет разбогатеть и создать мрачное будущее 1985 года, из которого они только что вышли. Дата снова 5 ноября 1955 года, когда Марти и Док прибывают как раз перед школьным балом. Но, как это всегда бывает при манипулировании временными рамками в «Назад в будущее», никогда ничего не бывает просто. Марти должен сразиться с головорезами Бифа, а также с самим Бифом в борьбе за возвращение альманаха и предотвращение изменения первоначальной временной шкалы 1985 года. После долгих усилий Марти удается вернуть альманах, но как только Док пытается подобрать его в Делориан, в него ударяет молния и он исчезает. В тот момент, когда это происходит, приходит курьер Western Union с письмом для Марти. Письмо от Дока, который находится в безопасности и живет в 1885 году. Но когда Марти и версия Дока 1955 года обнаруживают, что Док 1885 года будет застрелен в спину Буффордом, бешеным псом Танином, из-за $80, Марти решает вернуться и спасти его. Делориан был тщательно спрятан Доком в 1885 году, поэтому Марти и версия Дока 1955 года работают вместе, чтобы вернуть его. Седьмая временная шкала, 1885 год. После прибытия Марти в 1885 году, к большому шоку Дока Брауна, у Делориана происходит утечка топливопровода, которая делает его бесполезным. В конце концов, Марти и Док разрабатывают план, который предполагает использование парового двигателя, чтобы разогнать Делориан до 88 миль в час, необходимых для возвращения в 1985 год. Док решает остаться в 1885 году с любовью всей своей жизни Кларой. Затем Марти возвращается в 1985 год один. По сравнению с дикими прыжками назад
назад и вперед во второй части «Назад в будущее» третий фильм трилогии относительно прост. Действие происходит в основном в обстановке Дикого Запада. 8-я временная шкала, 1985 год. Марти успешно прибывает в 1985 году, но Делориан попадает под поезд и разрушается. Он возвращается домой и отправляется кататься на своем новом грузовике вместе с Дженнифер. Во время остановки на красный свет Марти бросает вызов на гонку местный кретин Нидлсу. Марти сопротивляется давлению участвовать в гонках, и Марти с Дженнифер наблюдает, как машина едва не врезается в машину Нидлса. Если бы Марти участвовал в гонке, машина врезалась бы в его грузовик. По мере осознания от этого Дженнифер находит в кармане факс от 2015 года, в котором ранее сообщалось об увольнении Марти. Текст исчезает у нее на глазах, поскольку временная шкала 2015 года, в которой Марти не может осуществить свою мечту стать музыкантом из-за постоянной травмы в автомобильной аварии, стирается, создавая лучшее будущее и, следовательно, новую временную шкалу для Марти и Дженнифер. Через несколько мгновений Док возвращается в 1985 год на новой паровой машине времени. Он женился на Кларе и является отцом двоих детей. Вместе семья отправилась исследовать новые временные рамки.